в Вильнюсе. Это вы видите при входе. Это не второй этаж, это шкаф. Это, извините, мой шарфик. Микроволновка. Тапочки. Идет. Доводчики. Ну, здесь все стандартно. Все, что надо для жизни. А напротив уже прям и кухня. Но люстры тоже хороши. Можно снимать и люстры. Уже купили завтрак. Чайничек. Плита. Миленький очень. Умывальник, рукомойник, раковина, короче говоря. Чудные тарелочки. С видами. Не уверена, что это Вильнюс, но все может быть. Ингланд. Но все равно очень в тему. Соответственно, такие чашечки, блюдца. Это святая святых. Что тут скажешь? Ванна с ножками львиными. Раковина. Я уже молчу про эту плитку. Фонарь. Ну, в зеркале тот, кто снимает. Все в это. зеркале те, кто снимает. Все, что надо. Там этот самый стиральная машина. Как редко где достаточно много полочек. Естественно, обогреватель свой, бойлер, или как это называется. Тут очень тепло, хотя в доме холодно в подъезде. Все-таки это монастырские стены. У них не забалуешь. Ну, и зал. Смотрите. Мебель. Типа моей мечты, но почти моей мечты. Главное, она на ножках. Ой, картины. Бра. Торшер. С нимфами прям на стойке. А зеркало, а люстра. Да и потолок вообще-то всю атмосферу создает. И мебель, шкафы, подушечки, пуфики. Шкаф, буфет. Что должно быть в буфете, то в буфете есть. Но смотрится чудно. Просто чудно. Все резное, столик тоже. С массивным основанием. Не знаю, сколько это стоит, но смотрится богато. Дорого-богато. Шкаф. В принципе, начать съемку можно было отсюда. Человек вполне помещается. Спрятаться можно. А ролл мне очень нравится.
как живой. И это наш ложа на сегодняшний день. Ой, и мягенько. И изголовье с инкрустацией очень даже симпатично. Опустим. Очень сильное впечатление от интерьера. Теперь пошли пить кофе. Теперь мы идем пить кофе. Очень умиротворяющий. В общем, закончить можно фразой, чтоб я так жил.